Добро пожаловать, друзья, на канал Фактограф. Это вторая часть видео о самой странной еде со всех уголков планеты. Эти блюда не вписываются в наш обычный рацион, а их составляющие и способ приготовления могут вызвать у нас настоящий шок. В каждой стране свои обычаи и своя кухня. Где-то едят тухлое мясо, где-то лакомятся лепешками из грязи, а где-то с удовольствием лопают насекомых. Приготовьтесь к встрече с необычными кулинарными традициями разных культур, которые заставят вас задуматься о том, насколько разнообразен и удивителен мир кулинарии. Так что пристегивайте ремни безопасности и поехали! Столетнее яйцо. Столетние яйца – очень популярная закуска китайской кухни, хотя и выглядит она немного пугающе. Яйца имеют необычный темно-янтарный белок и зелено-мраморный желток, что делает их больше похожими на драгоценные камни, чем на съедобный продукт. Да и запах у них довольно специфический, напоминает смесь сероводорода с аммиаком. Как же их готовят? Просто, но довольно долго. Утиные, куриные или перепелиные яйца покрывают специальной смесью из чая, извести, соли, золы и глины. Потом перемещают в рисовую шелуху и солому и закапывают в землю на несколько месяцев. Столетние яйца получаются стерильными и не содержат в себе опасных бактерий. Напротив, они богаты железом, селеном, фосфором и витамином D, а по вкусу напоминает утиный паштет с пикантными нотками сыра бри. Хаукарль – это традиционное исландское блюдо, которое готовится из гнилой туши акулы. Вы, наверное, думаете, как такое можно есть? Но исландцы обожают его уже многие века. Ведь рецепт им достался еще от викингов. Хаукарль делается из ферментированного и высушенного мяса гренландской полярной акулы, либо гигантской акулы, которые водятся в исландских водах. Мясо на 6-8 недель помещают в контейнеры с гравием и отверстиями в стенках. Делается это для того, чтобы ядовитые соки, богатые аммиаком, вытекли из акулы и ее можно было есть. После этого акулу режут на куски, и она продолжает сохнуть от 1 до 2 месяцев, пока на ней не образуются коричневые корки. Затем мясо нарезают соломкой и подают к столу. На запах блюдо напоминает аммиак и имеет достаточно резкий аромат рыбы. Но именно такой способ обработки позволяет сделать мясо акулы безопасным для употребления в почти сыром виде. Копальхэм – это деликатесное блюдо северных народов Нганасан, чукчей, ненцев, хантов и эскимосов. Однако сами представители северных народов всячески ограждают любопытных туристов от дегустации этого блюда. Уже настораживает, не правда ли? Подобный протест объясняется самим рецептом приготовления копальхема. Для приготовления блюда берут крупного оленя, моржа, тюленя или даже кита. Убитое животное целиком со шкурой погружают в болото и засыпают торфом, где он лежит несколько месяцев. Если же используют обитателей моря, то их туши кладут под камни на линии прибоя, где они ферментируются несколько месяцев. В процессе приготовления выделяется трупный яд, который может убить человека. Но северные народности к нему выработали иммунитет за столетия эволюции. Поэтому если вы не принадлежите к народам эскимосов или чукчей и не обладаете генетической устойчивостью к ботулизму, то копальхэм лучше не пробовать. Лепешки из грязи – это точно самые отвратительные лепешки в мире, и такой деликатес возник явно не от хорошей жизни. Лепешки из грязи можно попробовать на Гаити, одном из самых бедных государств мира. Многие гаитянцы не имеют постоянного дохода и поэтому вынуждены кормиться подножным кормом в буквальном смысле слова. Для них мука – это роскошь, поэтому люди собирают в ведро прибрежный песок и глину, затем тщательно промывают и смешивают с дешевым растительным жиром, маргарином или овощами. Потом из этой массы формируют печенье, которое просушивают под палящим солнцем. После грязевые лепешки развозят по местным магазинам, где уже продают их за пару центов. Вряд ли это можно назвать вкусным, но такая еда спасает от голода, заполняя желудок. А еще в глине есть кальций и подобие антрацитов, которые также могут повышать иммунитет. Но это весьма сомнительный плюс. Глаза тунца. Кто бывал в Японии, возможно, встречал там на полках магазинов странные упаковки, которые таращатся на покупателей огромными рыбьими глазами.
Это глаза тунца, очень популярная японская закуска, которая продается в каждом супермаркете. Выглядит устрашающе: гигантский рыбий глаз размером с детский кулак, завернутый в пищевую пленку. Это довольно дешевый продукт, цена на них составляет около $1. Также во многих кафе, где подают суши, вам предложат отведать эти глаза в тушеном или слегка обжаренном виде. Приправив блюдо соевым соусом, трапезу рекомендуют начинать с глазных мышц, а потом переходить к глазному яблоку. Удовольствие, на наш взгляд, сомнительное. Под резиновой оболочкой скрывается мягкая жирная субстанция, чем-то напоминающая по вкусу кальмара или осьминога. Копи лювак. Копи лювак – самый дорогой и странный кофе в мире. Его стоимость составляет порядка 550 евро или $700 за килограмм. Этот кофе производится в промышленных масштабах в Индонезии, на Филиппинах, в Южной Индии и во Вьетнаме. Что же делает его таким особенным? Это оригинальный способ обработки. Так вот, копи лювак производится при прямом участии зверька мусанг, представителя семейства вывьеровых. Животное любит полакомиться кофейными плодами, которые в его кишечнике подвергаются ферментации под воздействием определенных веществ, а затем выводятся естественным путем с экскрементами, приобретая новые вкусовые качества. Затем зерна тщательно промывают, высушивают на солнце, обжаривают и фасуют в пачки. Итак, вы бы осмелились попробовать? Хаггис. Хаггис – это национальное шотландское блюдо, похожее на домашнюю колбасу. Оно готовится из субпродуктов сердца, печени и легких овцы. Все это перемалывается на фарш и смешивается с луком, салом, пряностями и овсянкой. Затем начинку помещают в овечий желудок, предварительно вымоченный в соленой воде около 10 часов, и вываривают. Несмотря на странный рецепт, блюдо получается ароматное, сытное и очень нежное по консистенции. Его принято подавать на ужин 25 января, в день рождения поэта Роберта Бернса, который посвятил хаггису целую оду. Кстати, в Шотландии распространена шутка, что это блюдо готовится из особых животных – диких хаггисов. Местные рассказывают доверчивым туристам, мол, зверьков до сих пор можно заметить на шотландских холмах. Жареные кузнечики. Какой у вас сегодня перекус? Орешки, йогурт или яблоко? Однако в некоторых регионах Мексики люди любят похрустеть съедобными кузнечиками, которых называют чапулинес. И если мы можем испугаться кузнечиков на своей тарелке, то для многих мексиканцев это не просто важный источник белка, а и часть культурной традиции. Насекомых отваривают, подсушивают, а затем жарят на гриле, приправленными солью, перцем чили и соком лайма. Более ценятся молодые кузнечики. Говорят, мясо нежнее и жестких крыльев нет. По отзывам попробовавших это блюдо, чапулинес имеет довольно приятный вкус и задорно хрустят на зубах. Так что не удивляйтесь, если где-нибудь в Канкуне вам предложат жареных кузнечиков в качестве закуски к пиву. Эскамолес. Раз мы уже заговорили о Мексике, то не можем не упомянуть еще одно экстравагантное блюдо из этой страны. Эскамолес представляет собой съедобные личинки одного из видов гигантских черных муравьев Лиометопум, которые откладывают яйца в корнях агавы. В мексиканской кухне эскамолес считаются деликатесом, иногда их еще называют икрой насекомых. Процесс сбора яиц довольно неприятен, так как пауки очень ядовиты, но, видимо, добыча того стоит. По своей консистенции яйца муравьев похожи на творог, немного маслянистый и с ореховым привкусом. Чаще всего эскамолес едят с тако и соусом гуакамоле. Кстати, личинки запрещено экспортировать, так что их можно попробовать только в Мексике. Да и стоят они дорого, но это оправдано. Подается деликатес во многих ресторанах, ведь его считают гордостью страны. Сэндвич с жареными мозгами. Если вам кажется, что вы уже перепробовали все на свете сэндвичи, то сейчас мы попробуем вас удивить. Наверное, вы ни разу не ели сэндвич с мозгами. Казалось бы, обычный бургер, что в нем такого? Родиной этого блюда считается штат Индиана, с тех времен, когда первые голландские и немецкие поселенцы прибыли на побережье. Этот деликатес первоначально делали из мозгов коровы, но из-за различных заболеваний коров в настоящее время рестораны заменили голову коровы на свиньи мозги, которые тщательно обжаривают в кляре. Первоначально на тонко нарезанный белый хлеб накладывали мозги и подавали на стол.
Но со временем из-за нечетко выраженного вкуса в бутерброд стали добавлять большое количество соуса, лук и соленые огурцы. Блюдо выходит очень калорийное, а сами мозги имеют мягкий, почти неразличимый привкус и консистенцию, похожую на творог. Гусеницы вида Гонimbrassia bellina или черви мапане. Какими продуктами вы пополняете запасы белка в организме? Куриной грудкой, яйцами или творогом? А вот для жителей Южной Африки важнейшим источником белка являются высушенные гусеницы ночных бабочек Гонimbrassia bellina, южноафриканского вида павлиноглазок. Эти гусеницы ползают по деревьям мапаны и являются настоящим африканским деликатесом. В супермаркетах и на рынках можно встретить как засушенных и подкопченных вручную, так и маринованных, закатанных в жестянки гусениц. Да что там говорить, собирательство этих гусениц в Африке вполне серьезный бизнес. Чтобы приготовить гусеницу, сначала удаляют ее кишки, а затем отваривают в подсоленной воде и сушат. А для придания особенного вкуса обычно их обжаривают до хруста вместе с луком, добавляют в похлебки, тушат в разных соусах или подают с кукурузной кашей садза. Бяндеги. Это популярная в Корее и еще ряде стран Восточной Азии закуска. Она представляет собой вареные и тушеные куколки тутового шелкопряда. Бяндеги едят с соусом и специями или используют для приготовления других блюд. Такая закуска не редкость. Ее можно увидеть как на магазинных прилавках и в барных меню, так и в палатках уличных торговцев. Блюдо получило популярность во время Корейской войны 1950-53 годов, когда из-за голода не особенно приходилось выбирать источники белка. Если рискнете пожевать это лакомство, то будьте готовы, что снаружи куколки хрустящие, а внутри мягкие и сочные. На вкус они очень острые, кислые и с легким привкусом рыбы, ореха и резины. А некоторые ценители и вовсе считают, что по вкусу бяндеги похожи на дерево, просто жуются, как резина. На этом у нас все, друзья. Делитесь с нами в комментариях, какая еда из нашего видео кажется вам самой дикой. Или, может, вы уже пробовали что-то из этих странных блюд.